Нечистые животные в Библии и науке. Сегодня наша тема. Дорогие друзья, всех приветствую, кто смотрит в записи или в эфире наш канал «Открытое сердце». Очень надеемся, что ваши сердца открыты навстречу истине, всему тому, что чисто, честно, правдиво, всему тому, что ведет к жизни, к умножению ее, к ее защите, к тому, чтобы жить и жить, жизнь утверждать. И сегодня мы поговорим о питании. Казалось бы, это вещь, которая во время войны, с одной стороны, и важна, и не важна, да, потому что мы будем говорить об ограничениях в питании. Не потому, что человек не может съесть то, что рядом, потому что он не считает нужным, да, а будем говорить об таких очень типичных для украинской кухни продуктах. И, возможно, это не всем понравится, не все с этим согласятся, мы к этому готовы. Для этого существует наша анонимная Google форма, существует комментарий. Пожалуйста, дайте знать. А я с радостью представляю нашего спикера. Это Ирина Ступка, химик, биолог, провизор, высшее фармацевтическое образование, лектор по вопросам профилактики здоровья. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вам послужить сегодня интересной темой. Стартуем. Да, мы сегодня будем с вами говорить о нечистых животных. Такое интересное слово «нечистое животное». То есть если есть нечистые животные, соответственно, есть и чистые животные. Когда же впервые Библия упоминает об этом? Когда мы с вами читаем, давайте вначале мы немножко исследуем Слово Божье, когда Библия вообще упоминает о чистых и нечистых животных, разрешает ли вообще Господь есть животных, и когда говорится о нечистых животных. Итак, давайте все по порядку. Когда мы читаем Бытие, 7 глава и 2 текст, значит, мы видим, когда Ной построил ковчег, и Господь ему говорит: «И всякого скота чистого возьми по 7 пар, мужского пола и женского, а из скота нечистого по 2, мужского пола и женского». Когда мы читаем далее, уже после потопа, 8 глава, 20 текст, мы понимаем, что чистые животные были взяты, больше их было количество взято, 7 пар, для того, чтобы принести Богу жертву всесожжения. И мы читаем 8 глава, 20 стих, что Ной принес жертву из чистого скота и из чистых птиц. Животных же нечистых было взято по 2 пары для сохранения вообще как вида или рода этих животных. Значит, уже после потопа, Бытие, 9 глава, 3 текст мы читаем, что все движущееся, что живет, будет вам в пищу, только плоти с душою ее, с кровью ее не ещи. Но уже, как я заметила вам, в 7 главе люди знали, что есть чистые животные и нечистые. Заметим, что до потопа люди были, по сути, веганами, да, то есть они питались фруктами, они ели семена, скажем так, они ели орехи. Вот, после потопа, ввиду того, что стало меньше зелени, меньше вообще растительности, Господь говорит: ты можешь есть мясо животных, только ни в коем случае не употребляй кровь, потому что в крови душа животного, то есть люди не должны были употреблять кровь. Но сегодня мы даже будем говорить не о крови и не о вегетарианстве, не о веганстве, да, а мы будем говорить о том, что каких животных Бог нам рекомендует избегать. И вообще, если их нельзя есть, зачем они в природе? Если человек, вопреки Слову Божьему, рекомендациям Бога, значит, все равно употребляет этих животных в пищу, какими болезнями может человек болеть? Вот мы об этом будем говорить. Давайте вот вначале мы прочитаем из Слова Божьего, опять-таки, я это вывела на слайд, значит, из книги Левит, 11 глава, с 3 по 5 текст. С 3 текста. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Немного объясню как биолог, как это раздвоены копыта. Эти животные относятся к ряду парнокопытных, то
То есть у них получается копыто парное. Оно состоит из 4 пальцев, 2 пальца, скажем так, в роговом чехле находятся, еще 2 пальца в роговом чехле. И так образуется раздвоенное копыто. Вспомните, какое копыто имеет корова, олень, например, скажем так, баран, коза, овца и так далее. Я вам назвала несколько животных, которые имеют раздвоенные копыта, то есть парнокопытные, и жуют жвачку. То есть эти животные относятся к парнокопытным жвачным, потому что есть еще парнокопытные нежвачные. Далее, только сих не ещи из жующих жвачку, то есть из, скажем так, значит, из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для нас. Но верблюда мы не употребляем, как, например, на Украине взять и вообще во многих регионах мира. И тушканчика, который жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, значит, не чист он для вас. Ну, наверное, вам бы не пришло в голову приготовить холодец из тушканчика. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыт, по сути, у него вообще нет, у него лапы, да, копыта не раздвоены, пишет Библия, не чист он для нас. И далее я вам, значит, перелистываю самое интересное, да, вот и свиньи, потому что копыта у него раздвоены, то есть это парнокопытное животное, как и бегемот, родственник свиньи, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. И Библия говорит, мясо их не ешьте, и даже к трупам их не прикасайтесь. Давайте разберем с точки зрения науки, почему Бог дает такой запрет. И зачем вообще свинья тогда была сотворена? Ну, свинья – это уже, скажем так, домашнее животное, происходит от дикого, от, скажем так, известного всем кабана, называется кабан, который, значит, живет в лесу. Свинья – это уже более домашнее животное. На данный момент на Украине, в Польше, в частности, тоже, в других странах Европы, в Чехии процветает эта отрасль свиноводческая. Скажем так, очень много различных пород выведено. И когда мы хотим даже приобрести, ну, например, в частности, бывает очень сложно купить, покушать где-то в нашем регионе или в ресторане, например, особенно в Закарпатье, говядину. Вообще люди в подавляющем своем большинстве, вот в Закарпатье, Прикарпатье, они употребляют курицу и они употребляют свинину. В Польше тоже очень много мясных изделий сделано из свинины, то есть такое вот очень распространенное. Давайте поговорим, чем может быть вообще свинина опасна и почему нас обманывают, к каким это заболеваниям может привести, если мы все-таки будем употреблять это животное в пищу. Хотя мы сегодня будем говорить и о морских нечистых животных, и о птицах. Так на этом слайде вы видите парнокопытных жвачных. У этих жвачных пища усваивается долгое время, 24 часа. У них сложный желудок, состоящий из 4 отделов. И жующая жвачку, Библия вот писалась очень давно, и это вот такой дословный перевод книги Левит. Человек, ну, не мог по-другому сказать, он сказал, жуют жвачку. Жующая жвачку – это на самом деле животное, значит, переварив частично клетчатку из травы, значит, отрыгивает эту клетчатку, она поступает, этот комок пищевой, снова в ротовую полость. Животное и еще раз тщательно пережевывает для лучшего переваривания, смачивается слюной, пища ферментируется, опять заглатывает, и уже в другом отделе желудка пища окончательно переваривается. То есть процесс пищеварения сложный. Да и питаются эти парнокопытные, скажем так, жвачные, в основном травой, то есть зеленью. Как и сказал Господь до потопа, что всем животным я дал зелень в пищу. Но вот перед нами на следующем слайде всем, казалось бы, знакомое, для некоторых милое, для других оно противное животное, вот, которое называется свинья домашняя. Свинья домашняя.
ну, скажем так, против животного, свиньи или кабана дикого, который обитает в лесу, мы ничего против не имеем. Вообще в природе кабан – это санитар леса. Он употребляет не только желуди, как мы привыкли это читать об этом в каких-то сказках или рассказах о животных. Прежде всего, он очень любит грызунов. И прежде всего он регулирует численность этих грызунов в лесу, поедая, в частности, более ослабленных животных, более, скажем так, ослабленных болезнью, то есть больных животных, которые потенциально могут быть переносчиками различных инфекций. Поэтому кабан есть санитар в лесу, как и другие многие животные, непарнокопытные. Вот. В домашних же условиях кабан, по сути, всеяден, да? Он может кушать и зерно, он может кушать и траву, он может кушать хлеб, и он может кушать также и грызунов, и живых, и мертвых, и ослабленных, в частности, крыс. В частности, крыс. По сути, и являются эти крысы таким вот переходным звеном при переносе гельминтов, которые называются трихинеллы. Вот, давайте посмотрим, какое же наиболее опасное заболевание может передавать свинья. Ну, прежде всего, это переносчики трихинеллеза. Трихинеллы – это круглые черви, совсем они, значит, небольшие. Вы их можете видеть в некоторых видах рыбы, в частности, но это другого вида трихинеллы. Вот они имеют такой характерный, закрученный в тугой такой округлый узел. Вот. В мясе свиньи они находятся именно в миоцитах, то есть в клетках таких мышечных. И эти личинки, эти трихинеллы молодые, находятся в капсуле. Вы видите на разрезе мяса под увеличением микроскопа, невооруженным глазом не видно, хочу заметить, и они взяты в плотную оболочку в капсулу. Значит, можно термически обрабатывать сало, например, которое вообще мало обрабатывается, кстати, оно просаливается, а от соли трихинеллы эта капсула не растворяется. То есть, кстати, через просоленное сало могут эти трихинеллы попадать в организм человека. И человек, или, допустим, через плохо прожаренное мясо. Вы знаете, что сегодня люди делают отбивные, например, которые плохо прожариваются. То есть температура в середине куска мяса или когда котлеты готовятся из фарша свиного, не достигает там 150 градусов, к примеру, да? Вот. И эти личинки не погибают. Поэтому человек заболевает трихинеллезом. Симптомы такие вялотекущие, то есть может быть периодически повышаться температура тела, могут болеть мышцы. Вот. Человек думает, что он простудился, он может даже употреблять антибиотики для лечения, ему становится легче, личинка опять инкапсулируется, перестает беспокоить человека. Проходит определенный период, и опять трихинеллез вот так периодически настигает человека. По сути, препараты антигельминтные, они настолько слабые, что даже выгнать, будем так говорить, гельминтов из кишечника они не могут. То есть, когда там написано одну таблетку выпей и все, это ничто. Причем там надо правильно употреблять эти таблетки. Это тоже не просто так. Выпил таблетку, там надо по определенной схеме принимать. И, значит, не об этом сегодня наша тема, хотя эта тема очень важна, и, как правило, доктора, в подавляющем большинстве, вам не объяснят подробно, как бороться с гельминтами. А заразиться можно очень просто. В конечном итоге человек становится вялым, апатичным, у него наблюдается атрофия мышц,
потому что они болят, воспаляются, потом уменьшаются в размере, это атрофия. Человек худает по неизвестной причине. И также атрофия сердечной мышцы, потому что сердце – это тоже мышца, миокард. То есть начинаются боли в сердце и дегенерация, деградация нервной системы. Вот такое неприятное заболевание трихинеллез, которое передается исключительно свинина, значит, мясо лисы, мясо волка. Но, скажем так, лисы и волка мы не употребляем в пищу этих диких животных, а свинину люди употребляют. Я не употребляю, скажу о себе, уже много лет. Люди употребляют. Перед тем, как мы перейдем к интересному животному зайцу, мы о нем еще почитаем, хочу еще сказать, какие, гельминтозы или же это глистные инфекции передаются через свинью. Но прежде всего аскаридоз. Один раз, проходя по рынку, там, где продают свинину и внутренние органы, то есть кишечник, то есть для того, чтобы делать колбасу, да, тонкий кишечник фаршируют, толстый кишечник фаршируют, и легкие, я могла наблюдать, как в этих легких шевелилось, в порах легких, в альвеолах шевелилось несколько небольших аскарид. О чем это говорит? Аскаридоз, аскарида взрослая, половозрелая, она живет в кишечнике, по сути, да, и если этот кишечник был плохо почищен, и туда была нафаршированная колбаса, то личинки этих аскарид там могут быть. Кроме того, эти личинки мигрируют по организму с кровью, и их излюбленное место, где они любят жить, это легкие. Поэтому любители субпродуктов, легких, сердца, печени, будьте очень осторожны. Особенно легочная ткань, она просто кишит у свиней этими аскаридами. Они там проходят цикл своего развития. Потом опять они мигрируют, могут в сердце мигрировать также, в свином сердце могут быть эти аскариды, и могут опять возвращаться назад в кишечник, где достигают половозрелого возраста. Кроме того, еще свинья передает такой гельминт, который называется цистицеркоз, который тоже у человека ведет к атрофии сердечной мышцы. Я вам просто прочитаю, не буду останавливаться на этих заболеваниях, просто посчитайте. Вы можете загинать пальцы для наглядности. Давайте так. Кроме этих гельминтных инфекций, я вычитала около 20 заболеваний, которыми болеет свинья, страшными заболеваниями, но выписала только те, которые передаются человеку. Смотрите. Чума свиней – раз. Дальше свиной грипп, бешенство свиней, ящур, рожа. Кстати, рожистое воспаление, рожа бактериальная, передается через копченое мясо и сало свиней. Дальше это будет сибирская язва, лептоспироз и клостридиоз. Такой клостридий, который вызывает часто столбняк, через почву передается, потому что свинья может и почву употреблять в пищу, то есть землей там ей могут давать пищу, это 8. Только самые-самые я выписала распространенные, на самом деле их больше. Хорошо, если у вас будут вопросы по этому животному, вообще, скажем так, употреблять его в пищу нерационально, даже потому, что это самое жирное мясо, и в этом мясе и в жире, в сале очень много холестерина. То есть там есть еще такая арахидоновая кислота, которая относится к насыщенным кислотам. Она и откладывается на стенках кровеносных сосудов. Любители свинины, насколько я знаю, 2 исхода жизни. То есть по моим наблюдениям за свою жизнь, я наблюдаю за людьми, как они питаются и какой исход жизни. Некоторые умерли от инсульта, причем от внезапного инсульта. Очень много употребляли свиного мяса, то есть яйца, жареные на сале. Будем говорить прямо, как люди употребляют. Да? Там яйца, холестерин зашкаливает, плюс еще в сале. Картошка, жареная на сале.
Значит, вареники, вареные с салом, тоже на Украине распространенные. Галушки, зажаренные с салом. То есть без сала, да еще и кусок какие-то свиные ребра, это все идет в суп. То есть практически каждый день человек так или иначе получает вот эту насыщенную арахидоновую кислоту, то есть исход либо инсульт, либо второе неприятнейшее заболевание, инфаркт, и третье неприятнейшее заболевание – сахарный диабет. Оказывается, сахарный диабет у человека не только от того, что он ест много сахара. От этого тоже может быть, но жир в организме, расщепляясь, тоже образует простые сахара, то есть глюкозу. Поэтому люди, любители жирной пищи, как правило, у них наблюдается повышение сахара, исход гангрена, чаще нижних конечностей, с постепенной ампутацией. Один палец, второй палец, полностью стопа, нога до колена, нога выше колена. Приходилось и видеть таких людей, и видеть, что они покупают на рынке, как они питаются, и что происходит потом с, скажем так, в основном эти болезни прогрессируют после 45 лет, у женщин чуть позже, у мужчин чуть раньше, потому что они часто еще свинину сочетают с алкоголем. Давайте перейдем далее. Далее мы поговорим о зайце. Еще раз прочитаю. Левит, 11 глава, 6 текст. Уважаемые слушатели, если вы слушаете, записывайте себе некоторую информацию, которая вам будет полезна. И вопросы не забывайте записывать. И зайца, потому что он жует жвачку. Как заяц жует жвачку? Интересно, да? Но копыта у него не раздвоены, то есть вообще копыт нет, называются лапы, нечист он для нас. То есть заяц, кроль домашний, да, относится к ряду зайцеобразные. Зайцеобразные, то есть заяц дикий живет в лесу, кролик домашний. Они немного отличаются по способу жизни, но строение тела, вы видите, способ питания, особенно у них одинаковый. Что не так с зайцем? Но я думаю, что у вас это еще будут вопросы. Я немного подробнее, расскажу об этом. Вообще у них такая особая система пищеварения. Если останутся вопросы, пожалуйста, по зайцу задавайте вопросы в конце встречи. У них очень особая система пищеварения, когда у них очень простой небольшой желудок, кишечник и большой отдел слепой кишки. В этой слепой кишке живут своеобразные бактерии, которые привыкли получать белок не из зелени, которую может есть заяц, да? То есть у нас заяц ассоциируется с морковкой. Нет, это не так. Они способны переваривать эти бактерии, фекалии, потому что ветеринары заметили, что у кролика два вида фекалий, более плотные, которые уже прошли вторичное переваривание, и более мягкие шарики фекальные, рыхлые. Вот в этих рыхлых шариках такой субстрат, такой набор аминокислот, бактерии, живущие в слепой кишке, эти мягкие шарики могут расщеплять, и получает заяц дополнительное питание из своих же фекалий, да? Но при этом вырабатывается ряд вредных и токсичных веществ, поэтому это совсем не диетическое мясо. Вот перед вами более крупные шарики и более мелкие шарики, то есть твердые, которые уже прошли вот эту вторичную обработку бактериями. Ну и ядовитое вещество, перед вами его название – метанол. Далее, давайте перейдем к животным, которые живут в воде. Левит, 11 глава, с 9 текста. Из всех животных, которые в воде, ещи сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли, в реках, тех ещи. То есть чешуя есть у рыб, только мы знаем, они имеют чешую, причем рыбы костные. Будем говорить так, что, например,
совсем другого вида чешуя у хрящевых рыб. К хрящевым рыбам относятся акулы и скаты. Эти рыбы не рекомендованы к употреблению, у них совсем другое строение чешуи, которое не снимается, она в виде таких зубцов, называется плакоидная чешуя. Чешуя у рыб, которые живут в воде, да, и перья, потому что перья в дословном переводе это плавники. Мы знаем, что у всех рыб есть там определенное количество плавников, а все те, у которых нет перьев, плавников и чешуи в морях или в реках и всех плавающих водах, скверны для вас. Скверны для вас, мясо их не еще, и трупов их гнушайтесь. То есть и 12-й текст то же самое повторяет ту же мысль. Если нет перьев и чешуи, скверны они для вас. А теперь, если бы у нас, вы бы могли мне ответить, но я вас все равно спрошу, ответьте сейчас, вслух скажите для себя, какие это животные, живущие в воде, но не имеющие перьев и чешуи, то есть плавников и чешуи. Сколько таких животных? Да этих животных намного больше, чем рыб, если взять видовой состав, костные рыбы, да, и другие животные, живущие в воде, их будет намного большее разнообразие. Например, возьмем ракообразные. Ракообразные не имеют ни плавников, ни чешуи. С точки зрения Библии, нечисты они для вас. Господь говорит, гнушайтесь их. Остерегайтесь их есть, мясо их не ешьте, к трупам их не прикасайтесь. Но приведу пример. Один раз в аптеку, где я работала, обратился довольно-таки обеспеченный человек, и вот у него такая пошла аллергическая реакция, руки красные, лицо красное, желудок болит, тошнота, вот такие симптомы. И я говорю, а что вы употребляли? Дайте что-то, да, полечите. А что вы употребляли? А я вот с друзьями, мы наварили такую большую кастрюлю раков, с ароматными травами, с лаврушкой. Возможно, у кого-то даже слюнка потечет, но сейчас она у вас перестанет выделяться, когда я вам расскажу, чем вреден рак и его родственники, да. И вот его посыпало, то есть пошла, доктора, если тут есть, да, напишите, пожалуйста, что тут есть доктора, меня слышат, меня понимают, у них возникла аллергическая реакция, причем немедленного типа. Эти реакции вообще типа отек квинки, анафилактический шок, если не будет адекватной терапии, заканчиваются смертью. Конечно же, этот человек пожадничал, да, конечно же, вы скажете, все дело в дозе, но даже если это микродоза, вы съедите одного рака, но полезен ли он для вас? Или зачем вам принимать тот же яд в малом количестве, который не вызовет у вас аллергии, но и на пользу вам не пойдет? Чем же питается этот рак? Его родственник, креветка, планктонное маленькое существо. Кстати, королевские креветки полностью выращивают, их выращивают в бассейнах специальных, да, в акватории, там, например, какое-то место выделяется на шельфовой зоне, или же это бассейн, там масса антибиотиков, там масса трансгенных продуктов питания, которых их кормят. И смотрите, вот этот речной рак, я выписала, Википедия, основное его, он питается моллюсками, о которых мы поговорим, что они содержат, личинки насекомых, очень любит падаль, то есть рыба, которая погибла, труп, который раскладывается, туда будет ползти рак. Он чувствует запах где-то за 10-15 метров. Зимой он кушает опалые гнилые листья. Опалые гнилые листья. Что полезного кушает рак? Знаете пословицу? Мы состоим из того, что мы едим. Вот что мы едим, такие мы и есть. Понимаете? Вот этот рак. Он питается падалью. Причем, заметьте, рак, краб, креветка – это животные, которые готовятся целиком. Так же, как и вот такие, например, устрицы, да, например, да, вот они не готовятся как-то там отдельно, например, гребешки, да, вот они готовятся или кушают их прямо из раковины, или не готовятся целиком, с внутренними органами, заметьте, да.
У рака есть внутренние органы, есть выделительная система, там зеленые железы, физиология рака. Если вам неизвестно, почитайте. Мне очень хорошо известна физиология рака. У него органы выделения находятся на голове. Называются зеленые железы. Единственное животное, у которого на голове органы выделения. Вот. И мы его варим целиком, понимаете? Иногда раки линяют. Подумайте, почему. Почему они сбрасывают с себя хитиновый покров? Не только для того, чтобы расти. Чтобы расти, это одна из причин. Вторая причина, там много токсинов накапливается, а мы этого рака варим с какими-то травами, с этим хитиновым покровом. Токсины из его скелета внешнего, то есть этого покрова его хитинового, да, они переходят в его так называемое мясо. Причем кушая мы не его мышцы, мышцы у него слабо развиты вообще, а кушаем мы такое белое вещество, которое называется у насекомых жировое вещество. Это жировое вещество, там есть питательные вещества, нужные для развития у самки, в частности, яйцеклеток, то есть яиц. Ну, а у самца для продукции сперматозоидов. Жировое вещество вот такого белого цвета, вот человек его и употребляет в пищу. Также будем помнить, что в воде рак – это полезное, скажем так, создание Божье. Он чистит водоем, это санитар. В море эту функцию выполняют креветки и также омары и лангусты. Омары и лангусты вообще занесены в Международную Красную книгу. То есть просто кощунственно вылавливать этих ракообразных, красивых довольно-таки, особенно лангусты очень красивые, они имеют голубой с красным оттенком цвет, и подавать их за большие деньги в ресторанах. Когда человек поест лангуста, у него просто происходит интоксикация в организме. Вот о ракообразных мы поговорили, живущих в воде, не имеющих чешуи и перьев. Нечисты они для вас, скверны они для вас. Вот перед вами рак, который нашел рыбу, которая задохнулась летом, например, да, там от цветения воды. И более того, на одной из лекций ко мне подошел человек, который сам рыбак, и он знает, как ловить рака. И говорит, а вот вы для своей лекции примените это, передаю вам то, что он сказал. Говорит, когда хотят, допустим, сделать хороший улов рака, чтобы их там на рынке потом продать, говорят, берут на дороге свежесбитую собаку или кота. Многим это неприятно будет сейчас, но вы должны это услышать. Они это животное, свежесбитое, которое уже мертвое, по сути, трупный яд выделяется, ложат возле воды, просто возле воды, в таком месте, куда могут выползать раки. Раки, чуя запах падали, за 10-15 метров, я перед этим сказала, они выползают и активненько к этому трупу. Тут их и вылавливают люди для продажи на рынок. Поэтому то, что рак любит падаль, это не есть секретом. Кроме того, еще очень много есть моллюсков. Давайте вот сначала моллюски, вот эти, что перед вами, на первом слайде, такие беззубки маленькие, они могут называться еще и устрицами, они другой формы, они могут быть большими. Вот у меня есть такая раковина, экземпляр, называется эта раковина морского гребешка, который тоже, очень довольно-таки людьми ценится. У него тоже с него берут вот эту плоть его, которая внутри, как-то готовят или, я не знаю точно, но употребляют в пищу. Цветные такие бывают гребешки тоже. Это называются, вот это речная беззубка, это называются двустворчатые моллюски. Двустворчатые моллюски, двустулковина украинской мове. Итак, что с ними не так? Какая проблема? Бог сотворил эти существа, и они в большом количестве в реках, в морях, в океанах для того, чтобы очищать воду.
Эти моллюски, у них даже тип питания, у них нет ни глаз, ни головы, понятное, ну ни рта у них нету. Они, открывая свою раковину, фильтруют воду, пропускают воду через себя, оставляя бактерии, какие-то одноклеточные водоросли, токсины, которые выделяют рыбы, например, или те же самые ракообразные. Они ведут такой придонный способ или на подводных таких предметах живут, или на дне. Их задача очищать воду, очищать воду. Поэтому они накапливают в себе, естественно, большое количество токсинов. Значит, когда человек употребляет в пищу эту устрицу, да, то понятное дело, что он получает огромную дозу токсинов. Например, смотрите, есть такая книга, довольно серьезное издание, это «Современная ботаника», показываю вам в 2 томах. Довольно редкое издание, я ее приобрела в Одессе когда-то давно, значит, и я ее читаю, эту книгу, и я читаю в ней: динофлагелляты, такие одноклеточные организмы, живут в море, ну, одноклеточные, да, живут они себе, да и пусть, значит, да и пусть живут, значит, живут, как они относятся к теме нашего разговора. Но зимой и весной на западном побережье Флориды были замечены красные приливы. Вода стала красного цвета. Когда этих водорослей одноклеточных слишком много, вода становится красной. Значит, таких приливов было уже 25 с 1844 года. То есть получается, что эти, скажем так, что эти приливы есть периодичными. Такие явления вызываются необычными вспышками численности динофлагеллят. Соответственно, динофлагелляты поедаются не только рыбой, которая может получать непосредственное отравление, но и моллюсками, в частности, мидиями. Мидии сейчас очень широко распространены в магазинах, да, под названием морепродукты. То есть получается, что эти мидии, фильтруя воду, оставляют в себе динофлагелляты. А динофлагелляты очень вредные токсины содержат. Осенью 1972 года, а помним, что эти приливы красные, они периодически повторяются, то есть они и в 2000-х годах были. Красный прилив наблюдался у побережья Новой Англии и так далее. Поэтому, значит, после этого, внимание, 26 мирных людей, 26 человек отравились моллюсками, которые питались вот этими красными водорослями одноклеточными, динофлагеллятами. Общественность была настолько потрясена, что промысел моллюсков упал в следующие 4 года на треть. Красные приливы возникают постепенно и периодически. Конечно же, это очень выгодно, это дешевое сырье, они в большом количестве, эти моллюски есть в море, в океане, а продаются они недешево, да, и экономически выгодно очень продавать этих моллюсков, да. А вот если бы люди их не покупали и перестали покупать после этих отравлений, смотрите, пищевая промышленность, значит, в этих годах потеряла на устрицах, мидиях и других двустворках 7 миллионов долларов. Это в те времена. Вот, потому что вот эти яды, которые образуются в организме моллюска, являются очень сильными нервными токсинами, нейротоксинами, понимаете? Ну, конечно же, со стрихнином их сравнить нельзя, стрихнин намного сильнее, но я просто вам привела пример нервно-паралитического яда. Что такое нервный токсин? Происходит остановка дыхания. По сути, человека спасти нельзя. А причина какая? Человек поел устриц или мидий, которые наели в свою очередь той пищи, и устрицам и мидиям от этого вреда нет. Они в природе, фильтраты, их Бог сотворил для того, чтобы они очищали воду от токсинов, но не для того, чтобы их человек ел, особенно сырыми.
посыпая там их чем угодно, то ли солью, то ли сахаром, то ли каким-то соком. Не для того их Господь сотворил, чтобы человек отравлял свой организм. Вот чуть-чуть выше это уже брюхоногий на русском язике молюск, на українській черевоногий, якщо хто вивчав на українській нещодавно, черевоногий моллюск, который питается, допустим, рапана перед вами черноморская. Они вот так уже выглядят, но у меня не рапана, у меня коллекционный трубач. Это Средиземное море, это огромный экземпляр. То есть они уже хищники, они имеют и голову, они имеют и рот, и там много зубчиков таких. Значит, зачем я это говорю? Они хищники. Чем они вредны? Да потому что они кушают своих сородичей, двухстворчатых моллюсков. Они же не могут там рыбу есть, например, что-то там поймать или рака. Они медлительные слишком. А вот таких своих сородичей, двухстворчатых моллюсков, тех же самых мидий, сегодня экологи говорят, рапан в Черном море развелось больше, чем надо. Поэтому их отлавливают, замораживают и продают в супермаркетах. И дают рекламу, что морепродукты очень полезны. А на самом деле это экологическая катастрофа. Потому что рапана, она, когда ее много, она сильно много выедает этих двустворчатых моллюсков. А экологи понимают, что двустворки полезны, это фильтраты. Если рапаны будут их есть, значит вода не будет самоочищения. Поэтому людям говорят, обманывают. Вот какие они полезные, эти рапаны. Вот такой маленький экземпляр черноморский, видите, вот уже поменьше. Значит, давайте их будем кушать. И вот третья группа, которая тоже популярна, это каракатицы, но еще популярнее кальмар. Правильно, да, что с него только не делают. И сушат его, и в суши добавляют, и как-то маринуют, и даже не поймешь, что это кальмар, у него и цвет меняется, и консистенция меняется. Что не так с ними? Это головоногие моллюски, довольно высокоразвитый осьминог, может, у него головной мозг хорошо развит. Вот, их тоже употребляют в пищу, а они полезные? Нет. Почему? Потому что основная база их кормления – это двустворчатые моллюски и брюхоногие, то есть они опять-таки питаются своими более слабыми родственниками. У них вот черепашка, раковина деградирована, практически мы ее не видим, кроме как наутилуса, вот, поэтому многие даже из вас не думают, что осьминог – это моллюск, это тоже моллюск по строению, только имеющий уже 8 конечностей таких в виде таких, значит, разветвленных отростков. Так, давайте пойдем дальше. И вот, видите, вот показан этот слайд. Красные приливы, я ввела запрос, мне вот такую картинку выдала. Красные приливы, значит, побережье Флориды. Вот так они выглядят. Это потом они попадают, эти динофлагелляты, в организм моллюсков, и человек их ест и может отравиться. Вот так выглядят динофлагелляты. Я вам говорила о них, значит, вот они такие одноклеточные, имеющие отростки. Вот, и рядышком показаны тоже это дрейсены. Они ведут прикрепленный способ жизни, они или к корням прикрепляются к подводным деревьям, их где-то снимают с корней, либо к каким-то камням, но довольно-таки людьми ценятся, хотя содержат много токсинов. И вот, смотрите, рыба, которая не имеет чешуи. Есть рыба, которая не имеет чешуи. К ней относится сом прежде всего. Дальше угорь. Значит, сегодня люди очень любят суши. Когда вы покупаете суши, в принципе, ничего плохого в них нет. Единственное, смотрите состав. Опять-таки, чтобы не было там кальмара и чтобы не было угря. Угорь европейский, его родина – это реки Угорщины. Значит, у него интереснейший цикл развития, его личинки развиваются в Атлантическом океане. Значит, очень интересная такая миграция у него, но нагуливает жир
он именно уже в реках Угорщины, там его вылавливают и в искусственных бассейнах выращивают. Эти угри питаются падалью. Опять-таки, вот эти угри, они живут на мелководье, там, где нечистая вода, как и, по сути, угорь речной. Если вы помните, раньше он был, сейчас практически не попадается в сети, раньше мы его видели, он тоже жил, в вилле, там, где мало кислорода, очень много токсинов от перегнивающих там животных, растений и так далее. И второе животное – это сом. Тоже сом, питается падалью. Это рыба нечистая, она абсолютно гладкая. С точки зрения Библии это нечистая рыба. И с точки зрения науки, наука подтверждает то, что сом содержит тоже очень много токсинов, потому что питается тоже падалью. Вот. И также еще есть такая рыба. Вы можете увидеть название в магазине пангасиус. Это вьетнамский сом. Тоже будьте внимательны. Но пангасимус очень часто маскируется, его продают в виде стейков, то есть или в виде филе. Чешуи там быть не может, потому что это уже обработанное, да, но знайте, что его называют неправильно морским окунем. Помните, что морской окунь настоящий имеет красный цвет, имеет чешую, имеет плавники, это чистая рыба. А вот пангасимус, который часто в ресторанах называют морским окунем, я такое встречала и не раз, когда я говорю, а что это у вас морской окунь, это рыба с костями? Да нет, она абсолютно без костей. Говорю, как это может быть морской окунь без костей? А это не окунь, это вьетнамский сом, мне объясняют. Говорю, какое название биологическое, смотрят по прайсу пангасиус. Пангасиус – это сом, который выращивают в акваториях, в больших бассейнах во Вьетнаме, экспортируют в Европу, то есть он выходит на мировой рынок. Читала я много очень об этом соме, как его там выращивают, чем кормят. Большое количество антибиотиков, трансгенная соя, трансгенное зерно, подсолнух, то есть практически все растения, которые второго сорта, да, которые трансгенные, вот с них делают комбикорма такие, плюс антибиотики, и в эти бассейны их вскармливают. Там просто они живут стесненные, друг возле друга, токсины, этим же они и питаются, кислорода мало. То есть, да, он растет, да, он нагуливает жир, людям кажется, что он вкусный, но он абсолютно не полезный. Итак, угорь, Угорщина, его родина, угорь европейский называется, угорь речной, но его редко сейчас можно встретить, сом и пангасимус, или же сом вьетнамский. И вот еще показана на таком слайде пища, которая дана была изначально Богом, первым людям, то есть преимущественно, да, это были фрукты, это были орехи, это были семена, это была всевозможная зелень, это были и зерновые, которые, можно было эти семена употреблять в свежем виде и так далее. То есть это вот такое, скажем так, большое преимущество для человека. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию, говорит Библия. Перед тем, как я прочитаю заключительный текст, я бы хотела немножечко обратить ваше внимание, что и птицы есть нечистые. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа, морского орла. Это опять-таки, вот все хищные птицы, они не только кушают там рыбу, например, или живую птицу, да, какую-то мелкую, они также активно охотятся на грызунов. А помним, что все грызуны, никто не будет спорить, что мыши и крысы в
в пищу не годятся. Эти грызуны – переносчики гельминтозов, и на них очень обитают такие насекомые, как блохи. Блохи переносят тоже чуму, ну и так далее. То есть очень-очень много проблем. Дальше написано тут сокол, опять-таки хищную птицу, ворон, который питается в том числе падалью. Дальше, опять-таки, тут много-много вы прочитаете, птиц перечисляют, которые являются нечистыми, да? Но когда мы анализируем, чистая ли курица, чистая ли утка, чистый ли гусь, да, там перепел, фазан, например, это родственники курицы, куриные, вот, то это чистая птица. То есть, если вы не находите этой птицы в перечне, она чистая, но будем помнить, что мы должны и все анализировать. Да? Например, грифы, мы знаем, они падалью. То есть если гриф тут перечисленный, назван в 13 стихе. Лебедь в большом количестве поедает лягушек земноводных. Он практически не употребляет в пищу зерно, как гусь. Причем это, разные немножко ряды, лебедевые и гусиные. Они вроде нам похожи на первый взгляд, но они разные. Вот, поэтому будем анализировать физиологию, питание этих животных, чтобы делать выводы. Еще хотела бы я в конце показать вообще серьезность, то есть почему мы об этом говорим. Но первое, что побуждает меня об этом говорить, это чтобы люди меньше болели, скажем так. Потому что человек делает сам свой выбор, какой ему образ жизни вести, здоровый или нездоровый. И часто люди, не задумываясь о том, что их ждет в вечности, они говорят, будем есть и пить, либо завтра умрем. То есть человек, который, является неверующим, да, для него нет понятия там есть что-то полезное, не полезное. Он говорит, буду есть то, что мне хочется, буду пить то, что мне хочется, потому что, я не вижу смысла в жизни другого. Зачем мне себя ограничивать? Но люди, которые читают Библию, понимают, что есть Бог, понимают, что ибо людям суждено однажды умереть, а потом суд, да, то есть люди задумываются о своем здоровье. Да мы хотим жить не только в вечности, мы хотим жить и на этой земле, быть здоровыми, потому что Иисус Христос сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком уже на этой земле. Бог хочет, чтобы мы были здоровы. Третье послание Иоанна. Иоанн говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Воля Божья в том, чтобы мы были здоровы. Почему Бог и говорит своему народу в книге Левит, тех животных не ешь, тех животных, говорит, не поступай, как прочие языческие народы. Сегодня для меня тоже интересным фактом, несколько мумий мы еще можем видеть. Это в Львов музей религии и Одесса тоже музей религии. Мумии египетские, да, оригинальные. Так вот, когда исследовали кишечники мумий, там нашли цистот. Цистот – это такие гельминты длинные, которые могут быть от 3 до 7 метров и которые паразитируют в кишечнике человека. Гельминты сохранились, мумифицированные. Представляете? Оказывается, в Египте очень уважали свинину египтяне. И вот этот именно свиной цепень, который через свиное мясо передается, он таким образом и попал в их тела. И некоторые мумии, да, с этими гельминтозами так и остались. Вот такие интересные факты. Поэтому Господь хочет лучше для своего народа. Хочет, чтобы человек жил хорошо и в этой жизни, и был спасен для вечности. Исайя 66 глава, 16-17 текст. «Ибо Господь с огнем и мечом
своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Сегодня много употребляют людей свинину, да? Библия не советует употреблять свиное мясо в частности. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, то есть поклоняются иным богам, один за другим, далее едят свиное мясо и мерзость, и мышей. Обратите внимание, здесь свиное мясо ставится в один ряд с другой мерзостью и с мышами. Все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собирать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Таким образом, я бы хотела призвать вас, если вы и не вегетарианец, и не веган, то есть вы употребляете в пищу мясо, употребляйте мясо, первое, чистых животных, это может быть говядина, курятина, утка, гусь, баранина, вот. И употребляйте пункт Б, старайтесь, чтобы это мясо было свежее, не перемороженное, вот, скажем так, чтобы там еще не было много трупного яда, и чтобы желательно все-таки, это очень сложно сейчас понять, но чтобы это мясо было домашнего происхождения, не с рынка, где продают с фермера, фермерские там каких-то животных, курочка ряба, например, да, вот, которые кишит тоже токсинами и кормят их гормонами и так далее. Вот. А чтобы это было мясо, первое, чистое животное, второе, чтобы это было мясо желательно домашнего происхождения, и чтобы это было свежее мясо, свежее, не больное животное, да, свежее забитое. Потому что уже через 24 часа, если это мясо не обработать, не заморозить глубоко, а просто хранить где-то просто в холодильнике и продавать его на рынке дней 5, да, то там уже образуется трупный яд, который является для нас токсином. Если вы житель большого города и скажете, увы, я такого мяса не могу приобрести, возможно, у вас будет такой вопрос, что же мне делать? А пока я на этом останавливаюсь, на данный момент у меня пока все. Готова к вашим вопросам, уважаемые слушатели. Если они есть, пожалуйста, задавайте. Так, замечательно, хорошо. Друзья, переходим к вопросам. Вот. И так, напоминаю о том, что вы смотрите канал «Открытое сердце». Наша тема сегодня – нечистые животные в Библии и науке. И вопросы у нас, к счастью, есть. Так, от такий от вопрос. Чи є гріхом з'їсти шматочок ковбаски зі свининою в гостях, щоб не образити господиню? Угу. Чи є гріхом з'їсти шматочок ковбаски із свининою? Да? Ось так, на українській мові, значить, у Біблії є різні види законів. Да? Це є... Если можно, давайте мы будем отвечать на русском языке. У нас один на русском режим. Да, хорошо, спасибо. Я уверен, что скажем, люди, даже русскоговорящие, понимают, о чем речь. Я думаю, переводить сам вопрос не будем, а отдаем на русском ответ. Да, спасибо. То есть получается, что я бы сказала, значит, ответила бы словами из Библии. Значит, сейчас одну минуточку, я, значит, открою один текст и вам на этот вопрос, щоб образити хозяина, да? Первое, мы знаем такое в Библии, что, скажем так, необходимо больше слушать Бога, нежели человека, да, и бояться больше Бога обидеть, чем человека, это первое. Вот. И 1 Коринфянам, 3 глава, 16 текст. Читаю вам. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть тела наши, храм Святого Духа. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». В контексте этого слова апостола Павла стоит понимать, что наше тело – это храм Святого Духа, который хочет жить в нас. Поэтому если мы его разоряем, скажем так, да, то есть мы его разрушаем, кушая вредную пищу, в частности, речь идет о свинине, то мы грешим против Духа Святого. То есть, да, это грех, это грех.
нужно больше бояться обидеть Бога. А человеку можно сказать, что большое спасибо, я не ем этой пищи. Вот. И человек должен, конечно же, уважать ваше право. Есть что-то или не есть. Спасибо. Я понял. Есть ответ немножко, чуть подвисла связь, извините, если что. Давайте я даже буду переводить. Насколько сильно употребление чистого и нечистого мяса увеличивает риск заболеть раком? То есть, получается, рак вызывается веществами, которые называются канцерогены. Канцерогены – это вещества или триггеры, их еще называют в науке, которые запускают онкогенез. Онкогенез – это процесс развития раковой клетки. Из обычной, значит, здоровой клетки в процессе мутации ДНК может образоваться раковая клетка. Что на это влияет? На это влияют факторы, которые называются мутагены. В частности, вот эти бактерии и вирусы, которые имеются в мясе свинины, они являются биологическими мутагенами. Вот. Кроме того, есть еще химические мутагены. Это те токсины, например, которые содержатся в моллюсках. Это мутаген химический. В раке, например, там, в креветке, в осьминоге. То есть получается схема такая. Чтобы здоровая клетка стала раковой, нужна мутация ДНК. Нужно действие мутагена, например, да? Или это бактерия, или вирус, или даже гельминты вызывают мутации, тоже помним об этом, понимаете? Но так как нечистая пища просто переполнена всем вышеназванным, да, и бактерии, и вирусы, и химические токсические вещества, токсины, то, конечно же, процесс канцерогенеза увеличивается в разы. И плюс, если еще человек употребляет мало овощей, мало фруктов, то есть у него, например, ну там картошка с салом и хлебом, да, и соленый огурец, практически клетчатки нет. Клетчатка, она связывает и выводит эти токсины. Я знаю многих людей, которые операцию на прямой кишке, при которой человек просто уже не сможет, извините, я просто прямо скажу, кишечник выводят ему в одну из сторон, вправо или влево, он ходит в туалет неестественным путем. Это резекция, это удаление прямой кишки. Причина – рак. Если не удалить, человек умрет просто. Вторая причина – это полипозы, полипы, которые тоже перерождаются в онко. Эти люди, которых я знала, очень уважали свиное мясо в различном виде. И запеченные, и вареники с салом, как я уже называла, и галушки, зажаренные именно салом. Не представляли, как это можно суп приготовить, например, на овощном бульоне, да, и там, с каким-то подсолнечным маслом. Вот. Не обязательно надо кушать мясо. Но, к сожалению, вот такие были последствия. Спасибо за вопрос. У вас вопрос очень был важный такой, весомый. Спасибо. В разы увеличивает риск. Да. Есть еще вопросы. Как быть с инсулином и из чего его готовят? Я не знаю, как бы так, немножко неожиданный вопрос, но реагируйте, как считаете нужным. Да, я к этому вопросу готова, потому что, ну, как фармацевт и биолог, значит, инсулин свиной, он ближе всего по строению молекулы, ближе к инсулину человеческому. То есть его готовят из поджелудочных желез свиней. Так же, как и панкреатин, вот под названием фистал, мезим, известно вам такие. И да, паназим – это все ферменты, которые пьют люди для того, чтобы улучшить пищеварение, и мы там читаем. Вытяжка из, опять-таки, поджелудочных желез свиней. Потому что вот именно вот в этом плане сам фермент или сам гормон, инсулин, речь о гормоне, вот это белки по своей природе, и они вот имеют наиболее такую именно кислотную такую последовательность, аминокислотный состав наиболее близок к составу человеческого.
Я бы сказала, что сегодня, на сегодняшний день есть множество синтетических инсулинов, не натуральных, не те, что берут из свиней, вытяжка идет напрямую, да, из железы, а есть синтетические инсулины. Они имеют массу преимуществ, потому что они пролонгированного действия. Их можно вводить там раз в 4 дня, даже раз в неделю. Тогда как обычный инсулин, который вам выдают бесплатно, его там надо, 1-2 раза в сутки. Это первое. То есть все-таки я бы рекомендовала значит, с доктором согласовать и все-таки поговорить о том, чтобы это был синтетический инсулин, который не есть происхождения такого вот, как бы все-таки, как бы с поджелудочной железы свиней. Но даже если такой возможности нет, и этот инсулин очищенный, из свиней взятый, я бы не переживала по этому поводу, потому что это высокоочищенная биологическая фракция, состоящая из белка гормона инсулина. Там нет тех токсинов, тех гельминтов, тех бактерий, которые несет свинья. Понимаете? Это очищенное вещество. Поэтому, если вам в жизни необходимо принимать инсулин, и у вас другого нет, как только натурального происхождения, то вы его должны принимать, потому что это жизненно важный препарат для больных диабетом. А почему принимать? Потому что, еще раз подчеркну, это уже не мясо свиньи, это уже не сало свиньи, не кровь свиньи, то есть не плоть. Это вытяжка идет, высокоочищенная фракция. Как, например, вот из некоторых тоже видов веществ, например, из там коллагенов различных готовят, например, такие капсулы, которые пьют для пользы хрящевой ткани. Тоже это уже высокоочищенная фракция вещества. А инсулин, готовя чаще всего правильно из этого животного, о котором мы говорили, сегодня масса есть синтетических форм, которые имеют большие преимущества перед натуральным инсулином. Спасибо. А добавки кальция из чего готовят? Не из раковин всяких морских животных, как быть? Да, из морских животных, в частности, самый считается, такой биологический кальций. Видите, вот вообще вот это вот чистый карбонат кальция. И вот эта оболочка роговая называется, и мраморная оболочка внутренняя, видите, такая белая. Это все, если исследовать, да, чисто, это все карбонат кальция. Карбонат кальция очень распространен в природе. Но скажу так, если вы будете принимать кальций из вот этих перетертых морских моллюсков, он у вас практически не усвоится. Это неорганическое вещество, которое усваивается там на 5-10%. Этот кальция-карбонат быстрее всего отложится у вас в почках в виде камней, но не усвоится в костной ткани или в зубной ткани. Поэтому нужно принимать органический кальций, и я бы отдавала предпочтение из продуктов кальций. Например, мы знаем, что там, например, дневная норма кальция – это 1200 миллиграмм. 1200 миллиграмм для взрослого человека. Такое количество кальция содержится в 100 граммах кунжута или в 100 граммах мака, или в 150 граммах льняного семени, то есть это рекордсмены по содержанию кальция. Кроме того, кальция много в зелени, в обычной листовой капусте, в пекинской капусте, в цветной капусте. Все виды капусты очень много кальция содержат. Кроме того, это и другие, например, овощи, такие как морковь, например, или тыква, или инжир тот же самый, там мелкие косточки есть, их очень-очень много. Так вот, они легко перевариваемые, расщепляемые, там тоже есть органический кальций. Когда вы кушаете апельсины, мандарины, часть их можно съедать, хорошо мойте, съедайте с кожурой. Именно в кожуре, как и в лимоне, очень много органического кальция. Потому что вот этот кальций из, например, из раков, я не видела кальция, там в основном хитин содержится, его мало употребляют. Вот.
вот такие препараты, видите, из кальция, из раковин перетертых практически не усваивается. Это вот будет потом позже строительный материал под названием там или мрамор, когда уже пройдет переработку, например, или известняк и так далее. Но не для человека, не для приема человека. Вот. Они, да, вот эти Как быть добавки из с этих откровением морских Бога животных. употреблять пищу, сеющую семя, не ГМО? Странное выражение, причем здесь ГМО. Ну, это, Ну ладно. ну, Если не можешь позволить себе, я сейчас да, пока не нет, разобралась. и нет Давайте уверенности в том, что органическая пища не без токсинов, как быть? Дело в том, что да, сегодня многие люди задают вопрос, ну как же мне употреблять зеленые коктейли, если там, например, в них есть нитраты. Но дело в том, что нельзя сравнивать, что животные болеют, да, и растения имеют совсем разные. Болезни растений, прежде всего, они болеют тоже и вирусами, бывает даже рак у растений, если вы интересовались, но болезни растений не передаются человеку. Абсолютно разный генетический аппарат, они никак не влияют, не передаются человеку. Если проблема в нитратах, нитраты – это растворимые соли, натрия или калия, которые очень легко выходят в воду, когда мы замачиваем. То есть если вы не уверены, что это растение там не имеет нитратов, или это лук зеленый с нитратами, или петрушка, или щавель, или шпинат, вы просто возьмите, намочите в воде, слегка подсоленной, потом хорошо промойте, и все нитраты, являясь растворимыми солями, покинут ваши овощи, и вы сможете их спокойно кушать. Понимаете? То есть также растения, хоть они и, возможно, не совсем, скажем так, выращены с использованием пермакультуры. Если вам известно это слово, очень интересно, я интересуюсь пермакультурным производством, то есть это без удобрений, без химических, полностью натуральное, скажем так, сельское хозяйство. Если вы не уверены, что ваша клубника, купленная на рынке, натуральная, помойте ее, все равно помойте хорошо, замочите в воде минут на 20, еще раз промойте, помолитесь и кушайте. Клубника сама по себе, или свекла, или томаты, или лук зеленый, шпинат содержат в себе самих еще антиоксиданты, понимаете? Содержат в себе самих, вот ссылочка на пермакультуру, содержат еще антиоксиданты, понимаете? Которые являются мощными противораковыми веществами. Поэтому все равно вы от растений, потребляя в пищу овощи, фрукты, зелень, получите больше пользы, чем, например, употребляя какую-то очень там полезное домашнее мясо. Помните, что на 100 грамм мяса рекомендовано 300 грамм овощей. Вот как едят в Грузии. Да, они едят шашлык, но обратите внимание, сколько у них разной зелени, как они уважают петрушку, как они уважают кинзу, как они уважают, например, тот же шпинат или укроп. Это и другие народы, например, значит, африканские, скажем так, люди, которые живут в Африке, в Южной Америке, значит, в Мексике, очень-очень много кушают зелени. Очень много кушают зелени. Вот. Конечно же, нужно стремиться к тому, чтобы быть поближе к земле, все равно стараться, и что-то, хотя бы какую-то зелень, что-то такое вот, какую-то ягодку для детей вырастить самостоятельно. Это большой плюс. Но Спасибо. даже если нет Спасибо большое. такого огорода, то все равно Спасибо. надо их Следующий вопрос. употреблять. Иисус запрещал тук любых животных, жир с органов. Почему? Но опять-таки и в Библии, в Ветхом Завете, во Второзаконии тоже, если мы читаем, да, приносилось
значит, тук сжигался всегда, внутренние органы, значит, не употреблялись в пищу. Помните, да? То есть все внутренние органы, полностью сердце, печень, почки, легкие, не так, как мы там что-то из них еще готовим, покупаем иногда. Я даже жила, значит, сейчас я скажу вам, значит, немного, жили мы там по соседству женщина, вот она что-то постоянно жарила, работала на мясокомбинате. И такой неприятный запах в коридоре, но невозможно, ну никуда не денешься. А я говорю, а что вы там готовите? Я угощу. И приносит мне что-то такое гофрированное и непонятное. По краям оно такое гофрированное. Как вы думаете, что это могло быть? Ну вот просто по краям оно такое вот гофрированное, но выемки меньше, чем у морской звезды. Что это могло быть? Порезанное кусками и пожаренное. Это такая часть организма коровы, которая имеет больше всего холестерина. Это мозг был. И она постоянно брала вот бесплатно этот мозг на мясокомбинате и постоянно жарила и кормила своего бедного мужа и свою дочь вот такой пищей. Ну вот, поэтому значит, в этой пище, в этих продуктах, в туке, в жире накапливается очень большое количество токсинов. В любом туке. Но чем старше животное, чем оно дольше живет, например, это корова, бык, там, овца, тем в жире больше токсинов, понимаете? В молодом животном меньше. И поэтому для того, чтобы, значит, обезопасить людей, Господь говорит, все внутренние органы, значит, как бы сказать, на жертвенник, ну, то есть отделялись вот и туки, внутренние органы сжигались, а чистое мясо, часть чистого, значит, мяса могли есть, ну, священники левиты. Вот таким образом. Потому что там много токсинов. Причем это мясо, чтобы было кошерным, такое выражение вы слышали, да, оно вымачивалось там в 10 водах или даже больше. Оно вымачивалось, такое прямо, аж там совсем крови не было. Светлым оно было, потому что Господь говорит, что крови не ешьте. Ну вот. Таким образом, жир На библейском всё иврите сожжёт. слово «кошерный» означает «правильный», то есть оно не, вопреки распространенному мнению, кошерный не описывает только пищу. Может быть кошерный праздник, Мгм, человек, мгм. слово и все остальное. То есть, скажем так, это пища, приготовленная по правилам, ну, как они, как, по крайней мере, по уверенности, Мгм. да, этих людей, по правилам Божьим. Добавки омега-3 окисляются при транспортировке, и при этом из какой рыбы ее делают? Мгм. Спасибо за вопрос. Чаще всего делают из ну, различных, прежде всего это семейство лососевых рыб. Это чистая рыба считается, ее еще красной называют, лосось, форель, семга. Вот. Потом также делают из ряда, сейчас вам скажу, ряд называется сельдевые. Туда относятся и сельдь, и сардина, и килька, и тюлька, вот такая мелкая рыбешка. Значит, просто происходит специальная обработка, вытяжка этого жира. Опять-таки, зависит от производителя, потому что есть определенные технологии, которые позволяют, значит, этот жир, скажем так, добавить туда антиокислители, вы говорите, они окисляются, да? Но для этого и технологии современные есть. Когда в этот свежевыжатый жир добавить антиоксиданты, они же антиокислители, прекращается действие свободных радикалов и прекращаются процессы окисления, тогда его как бы или же делают сиропы различные, там плотно закрывают, в холодильнике хранят, либо капсулируют в капсулу, упаковывают и плотно закрывают. Главное, чтобы не было контакта с воздухом и с солнечным светом. Потому что любое масло окисляется, не только омега-3, любое. Даже если вы купили масло, вы же видите, что там стекло темное, темно-зеленое, да, например, или темно-коричневое, и плотно закупоренная бутылка. Хранить в прохладном темном месте написано. Любое масло будет окисляться, не только омега-3. То есть вы тут как бы констатируете факт, что оно окисляется, но ее, ну, как бы, скажем так,
при правильной технологии это не будет окисленное масло, и там не будет вредных радикалов. А из какой рыбы делают, я вам тоже на вопрос ответила. Поэтому омега-3, кстати, есть много других источников омега-3. Например, льняное масло, может быть кунжутное масло, может быть мак или маковое масло. Там тоже много омега-3. То есть можно найти источники омега-3 среди растительных продуктов. Проросшие семена имеют тоже омегу, семейство бобовых, например, фасоль маш. Довольно-таки хороший источник омега-3. Просто нужно эту фасоль правильно прорастить, она будет очень вкусная, похожая на молодой зеленый горошек. Кто ел на проросшую фасоль маш, это очень такая вкусная вещь. Вот. Спасибо за... Вот теперь у нас уже именные вопросы пошли. О курице, кажется, в Библии не сказано ничего, а индюк вообще неизвестен. Пригодны ли они в пищу? Они пригодны в пищу, потому что у этих животных, вернее, птиц, значит, есть расширение пищевода под названием зоб. В этом зобе пища задерживается на некоторое время для ферментации и обеззараживания. Кроме того, у этих птиц двукамерный желудок, где пища дополнительно не просто перетирается, а еще и обеззараживается большим количеством соляной кислоты. Мы знаем, что соляная кислота в желудке – это в том числе и мощный антисептик. Поэтому на распространенные вопросы, которые задают тоже много, например, курица же не только там кушает пшеницу домашнюю, да, она может и дождевого червяка съесть, и еще какое-то беспозвоночное, насекомое. Значит, ответ такой, что у этих животных индюк и курица есть вот расширение пищевода под названием зоб, где пища накапливается, то есть зоб – это не то заболевание щитовидной железы, тут просто такие синонимы. Это расширение пищевода. На українській мові воло називається, може комусь буде зрозуміліше, это зоб на русском. И таким образом там эта пища ферментируется и обеззараживается. Поэтому это чистые животные. Конечно же, в Библии, представьте, там 100 тысяч птиц, да, не может Библия писать, а все птицы перечислять, чистые и нечистые. Дается просто принцип, какое строение птицы, чем она питается, какой она образ жизни ведет. И нам дан разум для того, чтобы логически анализировать, пригодна ли эта птица в пищу или нет. Вряд ли кому-то взбредет в голову есть грифа, который питается падалью. И чисто питается падалью, больше ничем. Спасибо. Вы перечислили болезни, вызванные поеданием свинины. Какие болезни могут возникнуть при поедании кролятины? Или здесь только вопрос выработки спирта и питания зайца своими фекалиями? Значит, ацетонемический синдром. Ацетонемический синдром. Потому что этот метиловый спирт, он трансформируется в кетон. Кетон с химической точки зрения, вот ацетон по своей формуле, это типичный кетон. Поэтому, когда человек употребляет в пищу мясо кролика, или же такое есть домашнее насекомое, некоторые тоже держат, они с очень неприятным запахом, это нутрии. Значит, даже на рынке продают нутрию. Это не зайцеобразные, они таким вот немножко даже родственникам датры, да, нутрии. Это грызуны, это родственники мышей вообще нутрии, только большие. Вот, поэтому это однозначно нечистая пища. А кролик, так как он вторично поедает свои фекалии, и называется это, почитайте даже в Википедии, копрофагия. Копрофагия. У них синтезируется как побочный токсичный продукт метанол. Это ядовитый спирт. По обмену веществ может переходить в кетоны, в ацетон. И в частности, детям, казалось бы, мы даем диетический суп из кролика, но
потом через некоторое время можем наблюдать у ребенка тошнота, рвота возникает внезапная, может быть повышение температуры, ребенка нужно срочно везти в больницу, потому что будет обезвоживание. И вот оказывается, что несколько дней назад этот ребенок поел диетический суп из кролика. Хотели как лучше, а получилось вот такое заболевание серьезное, которое очень, кстати, трудно лечится, это заболевание. Вот. И у детей, бывает оно и взрослых, но чаще все-таки у детей там до 10 лет оно встречается. Но говорят, высокий ацетон, вот так говорят. Спасибо. Спасибо. А вы сделали замечание этому продавцу, который продавал эти легкие с акскаридами? Вот, интересный вопрос. Да, спасибо, Майя. Интересный вопрос. Я сделала замечание. Я подошла и сказала, смотрите, в ваших легких живет живая аскарида. Как вы можете продавать такое мясо? И буквально через 1 минуту, не знаю, может быть, меня аскарида испугалась, ну шутка. Эта аскарида погрузилась в альвеолы легких, ее не стало видно. Продавец вышел, посмотрел, где вы здесь видите. Но я говорю, представьте, сколько вот если они у вас есть, как вы проверяли, покажите документы, документы показать продавец отказался. И этот легкие, я сделала вывод, что в этих легких это не одна была аскарида, а много. На что продавец сказал, мясо у меня проверено, я сказала, покажите мне документ. Он мне показал документ, который был уже 3-дневной давности. Представьте, сколько эти легкие уже обветривались, окислялись и развивались там токсины. Вот такое мясо продают. А кто-то это легкое купит, сварит и сделает беляш. А еще кто-то купит этот беляш зажаренный на рынке и съест. Кто-то даст своему ребенку. Понимаете, вот таким образом нужно быть очень внимательными к своему здоровью, вообще щепетильным, когда вы выбираете что-то в магазине. Значит, опять-таки написано, что Исайя пишет, не тратьте свое серебро на то, что не хлеб. То есть, будьте разумны в том, что вы покупаете, на что вы тратите свои деньги. Как, например, можно поесть раков, да, на какую-то сумму, там, на 500 гривен, потом прибежать в аптеку и купить на 1000 гривен лекарств для немедленной помощи. От этого аллергическая реакция от этой. То есть потратить денег больше на лечение. Спасибо за вопрос интересный. Спасибо. Цитирую человек Псалом 81:17 и Второзаконие 32:13. Что это за алия масла, наверное, и что это за мед? Земляная растущее молоком и мед. Может быть, вот это? Давайте глянем. Угу. Так, 81, сейчас я прочитаю. Угу. А тут написано 81:17, мне ничего не кажется? 81:17. Не исключено, что там сдвижка есть. Посмотрите соседние псалмы. Да, потому что в этом псалме, значит, только посмотрите, 8 текстов. 82-й, 80-й, да, там сдвижка. 82-й не о том, тут о бесчестии говорится, 80-й, да, действительно, это номер 80 псалом. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. То здесь есть, вот и Второзаконие уже показал. Он есть... вознес его на высоту земли, кормил произведениями полей, питал его медом из камня, елеем из твердой скалы. Я подозреваю, что псалом повторяет фразу из Второзакония. Это основная цитата здесь. Здесь разговор о том, видите, если елей, то это оливковое масло. Поэтому здесь надо разобраться, я так подозреваю, какое слово стоит в оригинале. Мы тут, я думаю, что не совсем компетентны. Давайте, я предлагаю двигаться. Я тоже не могу сказать, что это за елей. Вот у нас есть вот книга Исход, 12 глава, 9 текст. Как понимать это место о внутренних органах? Давайте глянем. Второзаконие. Ой, извините, Исход 12.
Это выше, да? Исход. Мгм. Так, Не ешьте сейчас от пасхального ягненка, отключаем. недопеченного или сваренного Мгм. в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Вот это как раз здесь указание на внутренности, и, видимо, о них Значит, говорят, задает вопрос зритель. да, это я, ну, как бы не буду текст комментировать, потому что Мгм. здесь идет о какой-то церемонии, ну, какой-то здесь символ показан, какая-то часть церемониального закона, как они должны были вообще запекать этого агнца, почему с горькими травами, почему есть быстро и даже с ногами и внутренностями. Это часть каких-то символов. Поэтому, так как я не могу это объяснить, ну, как биолог, ну, то есть я как бы на этот вопрос почему-то не могу испеченного на огне. Ну, это часть церемониального закона, который сейчас уже, ну, я думаю, для нас это не очень актуальный этот текст сейчас. То есть описание, что это жертва была, часть ритуала, а не повседневного питания, поэтому не следует ее понимать в диетическом смысле. Да? Мгм. Спасибо, Кире, очень такая мысль. Так, вот у нас еще. Пожалуйста, раскройте ваше мнение о кето-диете, как вы сказали, о кетонах. Да-да, ну, у нас, да, всегда сразу вопросы такие тематические, а потом уже как бы очень похожие к этой теме. Значит, кето-диета, она, значит, очень популярна. Она предполагает исключение полное углеводов, частично белков, и употребление большого количества жира. Большого количества жира. Получается, что действительно там кетоны, значит, образуются, и через там, ну, скажем так, дней 10 такого, я скажу, ну, так вот абстрактно, такого насилия над организмом, когда человек ест только мясо, жирное причем, и растительные источники, он там может есть и оливковое масло, и много яиц, много, до 5 штук в день, особенно желтки, сливки, сливочное масло, то есть большое количество жиров организм не получает глюкозы. А мы знаем, что все обмены веществ, метаболизм построен на том, что глюкоза попадает в клетку, при участии кислорода она расщепляется, образуется углекислый газ, вода и энергия АТФ, энергия, которая нужна. В первые дни человек чувствует интоксикация, усталость, у него может быть бессилие, голова. То есть ему очень плохо, потому что нет у него глюкозы, начинает по-другому работать поджелудочная железа. Через 10 такого насилия над организмом, организм начинает получать энергию, расщепляя кетоны. Но это не физиологический метод получения энергии, не физиологический. Часть жиров будет трансформироваться до простых углеводов, до глюкозы, но не все, только часть. Ну вот, поэтому эта диета не есть диета здорового питания. Значит, вот такая нехватка глюкозы приводит в конечном итоге к какому результату? Что хочет человек, применяя кето-диету? Он хочет сбросить вес. Но насильным образом у него происходит нарушение работы печени, нарушение работы поджелудочной железы, очень большое количество кетонов оседают именно в печени, как токсические вещества. То есть человек может заработать различные заболевания, в том числе и желчекаменную болезнь, после такой кето-диеты. Плюс у него не будет ясного мышления, будут головные боли. Но опять-таки организм может адаптироваться недели через 2. Но зачем себя заставлять? Человеку нужны белки, жиры, углеводы, клетчатка обязательно, минеральные вещества, витамины и так далее. То есть все фитонутриенты, не только жиры, не только белки. Очень много различных диет, но это не Божья диета. Бог дал какую первую пищу? Он же не дал, там не сказал, кушайте только жирное авокадо, только жиры или там оливки, да, например, какие-то, ну мы знаем, что авокадо это самый жирный фрукт, жирнее его нет, или только орехи. Это были все, и фрукты, и овощи, и зелень, и семена. То есть были белки, жиры и углеводы в первоначальной диете.
Спасибо. Спасибо за Замечательно. вопрос. Так, ну, сегодня, конечно, у нас во всех отношениях успех. 50, больше 50 человек онлайн. Забросали вопросами. Тема действительно интереснейшая, подана здорово и очень практичная, тем более во свете новогоднего обжорства. Мы тут, так сказать, уже у нас так этот Новый год уже в европейских традициях расползается в новогодний месяц, где у нас тут все начинается и Миколая, потом Рождество одно, потом Новый год, потом Рождество второе, потом Старый Новый год. В общем, тут, так сказать, действительно тут очень всем нам нужно сейчас как-то держать себя под контролем для того, чтобы эти все праздники не отразились на нашем здоровье плохо. Спасибо вам огромное. Да, Спасибо, Ирина. Очень надеемся на ваши следующие эфиры. Друзья, мира вам и до встречи в прямом эфире. До свидания.